Среди разнообразия красивых и неприхотливых растений есть культуры, которые отличаются не только своим длительным и эффектным цветением вплоть до глубокой осени, но и полезными качествами. Растение, о котором пойдет речь, создаст в вашем саду яркие вертикали, а также пестрое покрытие или красочное обрамление садовых дорожек и цветников. Вместе с тем, оно обладает огромным списком полезных качеств. Иметь подобные цветы в своем саду – одно удовольствие. К таким относится неприхотливая красавица настурция. С этим цветком знакомы уже многие садоводы, как южных, так и северных регионов. Но сегодня я хочу рассказать о менее известной, особенно начинающим цветоводам, настурции плетистой. Происходит эта красиво цветущая культура из Центральной и Южной Америки. На родине настурцию еще называют капуцин. Это травянистое растение привлекательно не только своими яркими цветами, но и эффектной листвой. Род настурциевых объединяет в себе около 90 видов. Разнообразие форм и расцветок разновидных настурций просто поражает. Среди садоводов большой популярностью пользуются ее плетистые формы. Эта универсальная и неприхотливая в уходе лиана способна легко украсить не только сад, но и придомовую территорию, террасу, садовую арку, беседку или балкон. Такое растение удачно впишется в любую цветочную композицию. Плетистую настурцию удобно выращивать как в открытом грунте, так и в подвесных кашпо или в контейнерах. Очень эффектно выглядят ее плети на высоких опорах. Высаженные в ряд кустики, вьющиеся настурции, красиво украсят неприглядный забор, стену хозяйственной постройки и не только. С ее участием можно создать яркие и необычные цветочные композиции. Если ее плети пустить по земле, они создадут эффектное, пестрое покрытие из декоративной листвы и очаровательных цветов. Друзья, если вы уже выращивали эту лиану, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Очаровательные, яркие цветы настурции могут отличаться своими размерами и окраской в зависимости от сортовых характеристик. Но ее листва также не менее привлекательна. Она крупная, плотная, красивой округлой формы, зеленовато-сизой окраски и с интересным рисунком в виде светлых прожилок. Листья настурции эффектно выглядят после дождя. Мелкие капельки, которые удерживаются на ее поверхности, переливаются в лучах солнца, словно драгоценные камни. На фоне такой зелени очень удачно выделяются яркие, бархатистые цветы, которые издают приятный аромат и привлекают в сад бабочек. Кстати, сейчас в продаже можно найти сорта с более крупными и невероятно красивыми махровыми цветами. Настурция эффектно прикроет приствольные круги деревьев, украсит пышным бордюром клумбы и дорожки. Из этого растения также при желании можно создать потрясающей красоты пестрые настенные гобелены, которые привлекут внимание даже издалека и эффектно задекорируют неприглядные участки в вашем саду, например, старую стену или забор. Ко всему, с этой неприхотливой цветочной культурой справятся даже начинающие садоводы, а ее цветы будут радовать вас все лето, вплоть до прихода устойчивых холодов. Ну а про полезные качества настурции можно рассказать очень многое. Этой теме стоит посвятить отдельное видео. Немногие знают, что настурцию можно употреблять в пищу. Ее цветами украшают разные блюда, а из нераскрытых бутонов готовят вкусные маринованные каперсы. Лепестки также можно высушить, измельчить и использовать в качестве ароматной приправы. Это растение обладает большим спектром лечебных свойств. Но прелесть настурции еще и в том, что ее посадки благотворно влияют на почву, обеззараживая ее от грибковых инфекций. К тому же запах настурции не переносят многие садовые вредители. Не зря ее часто высаживают вблизи грядок и плодовых растений. Посаженная настурция возле дома и зоны отдыха порадует вас не только своим ярким видом, но и приятным ароматом. Настурция считается многолетним растением, но в садах средней полосы ее выращивают как однолетник. Правда, среди многообразия ее видов есть настурция многолистная, корни которой способны выносить морозы до минус 20 градусов. Этот цветок выращивают как рассадным способом, так и посевом семян сразу в открытый грунт. Учтите, что взрослые растения не переносят пересадку. Кстати, эта культура способна размножаться своим самосевом, что тоже очень удобно, особенно для занятых цветоводов.
Для посева настурции на следующий сезон вы можете собрать свои семена. Этот цветок обычно высевают в мае, заглубляя в грунт на 2 см. Учтите, что расстояние между кустиками должно быть не менее 30-40 см. Также не стоит высевать старые семена, так как они, скорее всего, не взойдут. Посевы настурции можно укрыть белым агроволокном, прочно зафиксировав края материала. Это защитит нежные всходы от палящих лучей солнца и вездесущей крестоцветной бложки, которая как раз и свирепствует в это время и в основном сильно повреждает именно молодые растения. Для посадок используйте рыхлый грунт нейтральной или слабокислой реакции. Чтобы кустики часто не поливать, их основания лучше замульчировать. Плетистая настурция – это удачный вариант для создания ярких цветочных декораций в вашем саду. С ее помощью можно также украсить балкон, террасу и не только. Такие универсальные растения – настоящая находка для всех цветоводов. Из настурции плетистой получается красивое обрамление садовых арок. Ее также выращивают как почвопокровное или ампельное растение. С помощью этой неприхотливой лианы можно вырастить эффектную цветочную ширму или высадить ее кустики в ряд для декорации подпорных стенок. Уверена, что такое растение даст волю вашей фантазии и поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи по оформлению садового участка и придомовой территории. Но стоит учитывать, что для создания ярких цветочных вертикалей этой лиане потребуется опора. Учитывайте также ее сортовые характеристики. Есть лианы длиной плетей до 1,5 метра, а есть и те, что способны достигать высоты до 3-4 метров. К таким относятся настурция наземная и большая. Вот этим красивым лианам потребуется высокая и устойчивая опора. Также необходимо учитывать месторасположение растений. В тенистых местах обилия цветов вы не дождетесь. Для поддержания высокой декоративности и пышного цветения эту лиану потребуется вовремя поливать. Не лишним будет и несколько раз за сезон настурцию подкормить. Только не вносите под кустики азот содержащие составы, компост и тем более навоз. С такими подкормками они начнут жировать, наращивая лишь зелень в убыток цветению. Настурция – это тот цветок, который не притязателен к качеству почвы. Скорее наоборот. Чересчур питательный жирный грунт может сослужить плохую службу. Плетей и листвы будет много, а вот цветов мало. Для настурции лучше всего использовать фосфорно-калийные удобрения. Из опыта также могу сказать, что на обильное цветение влияет не только светлое месторасположение, удобрения и своевременный полив. Многое еще зависит и от сортовых качеств. Очень популярны обильно цветущие гибриды, которые способны красиво и долго цвести до самых морозов. Не стоит также делать загущенные посадки. Часто высаженные друг к другу кустики тоже могут плохо цвести. Из небольших минусов стоит отметить, что настурцию любит крестоцветная бложка. Этот почвенный вредитель обычно свирепствует в сухих и жарких местах, поэтому частые поливы хотя бы частично помогут с ней справиться. Также молодые кустики стоит укрывать белым агроволокном. Очень важно плотно прикрыть нижнюю часть у самой земли, чтобы вредитель не смог пробраться под материалом. Взрослым растениям такая защита уже не понадобится, так как плотные листья ложки уже не столь интересны. В основном же эта яркая лиана отличается своей неприхотливостью. Ее полюбили многие садоводы за красоту и длительное яркое цветение. К тому же семена настурции продают многие агрофирмы и цветочные магазины. Если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.